Попробуй наточи. Советские ножницы. Сегодня в нашем обзоре. Погнали! Все ржавые, грязные. Я кое-как выкрутил вот этот винт. Посмотрите, здесь уже от винта даже ничего не осталось. Вся резьба съедена, винт весь разбит. И для этого я еще подготовил дополнительный винтик новый. Сегодня мы их с вами попробуем заточить. Для этого, для начала, что нам потребуется? Нам нужно с вами выровнять, вычистить вот эту вот плоскость. Нам потребуется обычный камень. Мы будем использовать тысячник. В вашем случае это может быть как наждачка, как любой другой камень, так и такой же камень, как и у нас. Все, аккуратненько. Здесь, кстати, еще носик подбит, потому что ножницы, видимо, у старого хозяина падали. Видите, вот здесь в начале они цепляются друг за друга. Соответственно, носики нам с вами тоже нужно поправить. Сейчас берем, вот так вот просто-напросто стачиваем и полируем нашу прилегающую поверхность ножниц. Вот таким вот образом, смотрите. Вот видите, уже пошел процесс. Вот таким вот образом, легко и непринужденно. Вот так, раз, вперед, два, назад, раз, вперед, два, назад. Вот в этих местах, где мы с вами камнем достать не можем, берем обычную наждачечку, вот так вот. И вот так вот дочищаем вот эти вот углы. Все, и абсолютно то же самое делаем со второй частью ножниц, с ответной. Полностью обработав данную поверхность, мы с вами будем приступать к заточке. Они сейчас уже довольно-таки острые стали по сравнению с тем, что было. Но сейчас нам с вами нужно заточить вот эту вот кромочку, которая с завода. Сейчас набегут куча мастеров, профессионалов-заточников, которые скажут, что я все делаю не так. Но, тем не менее, данный способ 100% рабочий. Все, ножницы уже довольно-таки острые. И угол заточки у ножниц не как у ножа. То есть нож мы точим вот так примерно, да? А ножницы мы точим примерно вот так вот. То есть угол практически чуть ли не вертикальный. Это мы с вами делаем на камне тысячники. Дальше попробуем все подточить еще на шеститысячнике. Все, шеститысячный камень. Все, и вот так вот аккуратненько ответную часть еще чуть-чуть. Раз. И вот так вот. Раз. И как все пишут в комментариях, что тестируют на бумаге, тестирую сразу на ткани. Вот у нас есть такая ткань, обычные штаны. Мы уже много раз тестировали разные ножницы на данной ткани, но и эти мы тоже протестируем на ней. Посмотрите. Не ножницы для портных, но тем не менее ткани они режут идеально, посмотрите. Что штаны, что вот полотенце, прям на ваших глазах испортил. Все идеально режется. Также и бумагу. Также и целлофан. Все, никаких проблем вообще в принципе нет. Ну а мне осталось срезать вот этот вот болтик, обычный ножовка по металлу, чего я показывать вам уже в принципе не буду. И радоваться новым ножницам, которые я восстановил буквально за полчаса. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит ваш бюджет. Пока.